Привет! Сегодня, как обычно, разберем новую пьесу и косвенно коснемся темы аппликатурное мышление гитариста. Первая строка целиком построена на одном аккорде. И уже здесь заложен определенный принцип аппликатурного мышления. Например, в первом такте нота ля прижимается третьим пальцем. Казалось бы, эта нота ля в ряде случаев прижимается именно вторым пальцем. Но все дело в том, что второй палец уже во втором такте будет прижимать ноту ми. Также эту ноту необходимо будет сыграть и в четвертом такте. Ну а третий палец играет ноту ля на протяжении всех четырех тактов. Таким образом, правильно продуманная аппликатура с начала первого такта избавит вас от необходимости в последующих тактах делать лишние движения, а зачастую позволит вам точно исполнить тот или иной технический элемент. Самостоятельно разберите все такты первой строки, затем прослушайте пример и сразу после этого попытайтесь исполнить музыку первой строки, сохраняя метроритмическую структуру, то есть правильные длительности нот. Во второй строке идентичная с первой строкой структура. Здесь тоже на протяжении четырех тактов звучит только один аккорд. Тем не менее, на четвертой струне чередуются две ноты. В первом такте второй строки на четвертой струне нота ре, в следующем такте уже будет нота фа. Снова нота ре и в последнем такте нота фа. Обратите внимание на шестой такт. Здесь все четыре пальца, первый, второй, третий и четвертый, прижимают струны. И это единственно возможная аппликатура для такого аккорда. Именно поэтому уже в первом такте нота ре прижимается четвертым пальцем. Новички обычно в таком аккорде ноту ре прижимают третьим пальцем. Но опять же правильно подобранная аппликатура в этом такте избавляет от необходимости переставлять пальцы в следующем. То же самое касается двух оставшихся тактов в этой строке. Внимательно посмотрите и прослушайте пример. Иногда аппликатурное мышление сводится не только к правильному положению пальцев на грифе, а также к копированию позиций. Поясню. Последний аккорд в последнем такте второй строки, состоящий из нот фа, ля, ре, исполнялся третьим, вторым и четвертым пальцем на четвертой, третьей и второй струне. Следующий же аккорд по расположению пальцев будет точно таким же. Только ноты этого аккорда мы будем играть на третьей, второй и первой струне. И в данном случае после этого аккорда для того, чтобы подготовить ноты следующего, необходимо всего лишь перенести пальцы в нужную часть грифа. В 12-м такте также может возникнуть аппликатурный нюанс. Нота си здесь должна исполняться третьим пальцем левой руки. Но если вы собираетесь играть на протяжении всех двух тактов барре на пятом ладу, так как здесь указано редактором, играть ноту си третьим пальцем может быть не так удобно. И в данном случае вы можете облегчить себе задачу, сыграв и ноту си, и ноту до четвертым пальцем. Слушаем такты с 9 по 12.
Следующая строка начинается с такого же по структуре аккорда, как это было в 9 такте и в 8 такте. В следующем такте не убираем пальцы со 2 и 3 струны. Вместо 4 пальца теперь на 1 струне прижимаем ноту 1 пальцем. Также обратите внимание, что в этом аккорде ноты на 1 и 2 струне исполнялись 1 и 2 пальцем. То же самое записано и для этого аккорда. 1 и 2 палец. Проверим по таблице. У нас были ноты фа и ля. Теперь ноты ми и соль диез. Таким образом, после этого аккорда необходимо всего лишь передвинуть 1 и 2 палец на 1 лад ниже. Сыграем 4 строку целиком. Пятая строка точно такая же, как и первая. Повторим. И еще один пример аппликатурного мышления гитариста. Во 2 такте 6 строки записан аккорд, который можно, а иногда просто необходимо сыграть другой аппликатурой. Автор пьесы или же автор одной из главных редакций задумал именно вариант аппликатуры с приемом барре на 5 ладу. Но не всегда подобные аппликатуры могут быть удобны, особенно для новичков. Поэтому я предложу вам другой вариант, где меняется не только положение пальцев, но и положение нот на грифе. В частности, нота ми теперь будет открытой. Ноту до диез мы сыграем не на 3 струне, а на 2 струне. И нота соль будет на 3 открытой. Для наглядности я продемонстрирую оба варианта аппликатуры. Сначала я сыграю в оригинале, причем связку 2 и 3 такта 6 строки, затем предложенный мной вариант. Это последние 3 строки пьесы. Обратите внимание на аппликатуру. Здесь в 22 такте второй вариант аппликатуры. Эти ноты вы также сможете скачать по ссылке в описании видео и поработать и с этим вариантом. В ходе разучивания всей пьесы самостоятельно подберите вариант, наиболее удобный для вас, или же тот, который больше нравится по звучанию. Ну а теперь разберем всю 6 строку целиком и сыграем. Теперь разберите 7 строку. Не забудьте, что нота ре над 2 добавочной линейкой играется на 10 ладу 1 струны. Ну и в последней строке также нет ничего сложного. Все аккорды, за исключением последнего, исполняются в 1 позиции. Несмотря на то, что автор не задумывал повтор пьесы и в конце не добавил знак репризы,
я в конечной партитуре обязательно это сделаю, потому что, как мне кажется, эта пьеса звучит еще красивее именно с повтором. Не забудьте поставить лайки. Успехов! Пока!